Всем привет! Сегодня будем вязать вот такую сумочку крючком. Для работы нам понадобится 2-3 цвета пряжи. Эту сумочку я украсила вот таким цветочком. Мастер-класс такого цветочка есть у меня на канале. Сегодня я буду вязать сумочку немножко поменьше, чем вот эта сумочка, которая уже связана у меня. Но принцип вязания будет один и тот же. Название пряжи и номер крючка укажу в описании под этим видео. Начинаем вязание с донышка. Для этого набираем цепочку из воздушных петель, длина которой соответствует ширине вашей сумочки. Сейчас буду вязать сумочку поменьше, как я уже и сказала, поэтому набирать буду 27 воздушных петель. Делаю первую закрепительную петельку и набираем 27 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Теперь смотрите в четвертую петлю от крючка. Вот у нас первая петелька, вторая, третья и в четвертую. Провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в петлю, вытягиваем петельку, провязываем через 2 петли и еще раз через 2 петли. Снова делаем накид. Сюда же в эту же петельку вводим крючок, вытягиваем петельку, провязываем через петлю и через накид и через 2 петли. Мы провязали 3 столбика, то есть вот эти петельки, которые мы оставляли 3 петли, они также считаются за столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 3 столбика. Теперь по всей цепочке мы провязываем столбики с одним накидом. Провязываем до вот этой последней нашей петельки. То есть делаем накид и следующую петельку провязываем столбик с одним накидом. Следующую петельку столбик с одним накидом. Следующую столбик с одним накидом. И провязываем до последней петельки, вот до сюда. Я провязала до последней петельки. Теперь в эту петельку нужно провязать 6 столбиков с одним накидом. 1 столбик. Сюда же провязываем в эту же петельку 2 столбик. Сюда же провязываем 3 столбик. Сюда же провязываем 4 столбик, в эту же петельку 5 столбик и 6 столбик в эту же петельку. Теперь с этой стороны точно так же провязываем каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Делаем накид и в каждую петельку начинаем провязывать по одному столбику с одним накидом. То есть здесь количество столбиков должно быть равным количеству столбиков с этой стороны, то есть с которой мы уже провязали. Первый столбик, следующую петельку, второй столбик с одним накидом, следующую петельку, третий столбик. И так каждую петельку провязываем вот до этой петельки. Итак, я довязала до петельки, в которую мы провязывали 2 столбика с одним накидом. То есть мы считали, что 3 столбика у нас уже провязано вместе с вот этими нашими петельками. И в эту же петельку, то есть вот сюда же мы должны провязать еще 3 столбика. То есть точно так же, как здесь мы провязали 6 столбиков, и здесь делаем до 6 столбиков. То есть 3 столбика. 1, 2 и сюда же 3.
провязали. Теперь в третью воздушную петельку первая, вторая, третья. Вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Само донышко провязали, приступаем к вязанию основного рисунка. Набираем 3 воздушные петли. Это у нас будет как первый столбик с одним накидом. Теперь вот сюда, в эту же петельку, нам нужно провязать еще 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок, вытягиваем петельку и провязываем через 2 петли и еще раз через 2 петли. Делаем накид, вводим крючок, вытягиваем петельку, провязываем через 2 петли и еще раз через 2 петли. Мы провязали 3 столбика с одним накидом, пропускаем 2 петли, 1, 2 и в третью петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в третью петлю, провязываем столбик с одним накидом, сюда же провязываем второй столбик с одним накидом и в эту же петельку сюда же провязываем третий столбик с одним накидом. Снова пропускаем 2 петли, вот они у нас 1, 2, в третью петельку провязываем 3 столбика с одним накидом, делаем накид и провязываем 3 столбика с одним накидом. В эту же петельку второй столбик, в эту же петельку третий столбик, провязали 3 столбика. Вот таким узором, как мы здесь провязали с вами, мы обвязываем все наше донышко. Смотрите, еще хотела показать, когда дойдете до вот этих 6 столбиков, то есть здесь точно так же пропускаете 2 петельки, в третью провязываете 3 столбика с одним накидом, то есть ничего не меняя, провязываете также. Снова 2 пропускаете, в третью провязываете 3 столбика с одним накидом. Вот она у нас начинает внутрь вот так загибается вязание, мы его выворачиваем. То есть вот у нас будет лицевая наша сторона. И так провязываем до конца ряда. Обвязала я донышко. У меня здесь осталось 2 петельки. В третью воздушную петлю 1, 2, 3. Ввожу крючок, провязываем соединительный столбик. И теперь смотрите, вот это у нас лицевая сторона, то есть вот эта ниточка находится с изнаночной стороны. Внутри она должна быть, внутри сумочки. Теперь нам нужно с помощью соединительных столбиков перейти вот сюда, к вот этой арке. Выводим крючок в следующую петлю. Вот у нас следующая петелька. Вводим крючок, провязываем соединительный столбик. Следующую петельку ввожу крючок, провязываю снова соединительный столбик. И вот сюда в саму арку ввожу крючок и также провязываю соединительный столбик. Набираем 3 воздушные петли подъема. Они у нас считаются как первый столбик с одним накидом. И сюда же в арку провязываем 2 столбика с одним накидом. То есть всего получается 3 столбика. 1 и 2. Провязали 3 столбика. И теперь в следующую арку точно так же провязываем 3 столбика с одним накидом. То есть вот весь наш узор. Провязали 3 столбика, в следующую арку также 3 столбика с одним накидом. В следующую арку 3 столбика.
И так провязываем в каждую арку по 3 столбика с одним накидом до конца ряда. Провязали ряд до конца. Теперь точно так же, как и в предыдущем ряду, находим третью воздушную петлю, первая, вторая, третья, вводим крючок. То есть всегда у нас ряды заканчиваются одинаково. Вводим крючок, провязываем соединительный столбик. И теперь вот до этой арки провязываем соединительные столбики в следующую петлю. Соединительный столбик, в следующую петельку, соединительный столбик, и вот сюда в арку ввожу крючок и также провязываю соединительный столбик. Начинаем точно так же, как и в предыдущем ряду. 3 воздушные петли, которые заменяют один столбик с одним накидом, и 2 столбика с одним накидом. В арку также 3 столбика с одним накидом. То есть каждую последующую арку точно так же по 3 столбика с одним накидом. Провязываем таким узором необходимую вам высоту. Если вы будете вязать из 2 цветов, то примерно смотрите свое соотношение цветов. То есть здесь я провязывала 10 рядов до белого цвета. Здесь провяжу, наверное, рядочка 8. То есть 2 у меня провязано, 1 и 2. Вот мы их считаем, первый и второй ряд, потому что я буду вязать затем белым цветом. Я провязала 9 рядов. Дальше я буду вязать нитью белого цвета. Для этого ввожу крючок в третью воздушную петлю, провязываю соединительный столбик, в следующую петельку соединительный столбик, соединительный столбик. Дошли до арки, и сюда я уже начинаю провязывать нитью белого цвета. Ввожу крючок, захватываю ниточку и точно так же провязываю соединительный столбик. Провязали соединительный столбик, набираю 3 воздушные петли и сюда же провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, провязываю второй столбик. И теперь точно так же, как мы вязали, тем же узором, ниточкой белого цвета я буду провязывать еще примерно 9 рядов. То есть точно так же в арке провязываем по 3 столбика с одним накидом. Один столбик, второй, третий. Итак, провяжу еще 9 рядов. Провязала я еще 9 рядочков. Заканчиваем ряд. Третью воздушную петлю 1, 2, 3. Провязываю соединительный столбик. Белую ниточку уже можно обрезать. Вытягиваю петельку до конца. Затягиваю. Дальше я буду делать вот такую обвязку. 2 ряда столбиками без накида. Для обвязки возьму снова ниточку контрастного цвета. И вот здесь сбоку, чтобы было менее заметно, вытягиваем петельку, провязываю воздушную петлю, затем вот эту ниточку можно прижать, мы ее сейчас вяжем, и начиная со следующей петли, вот у нас следующая петелька, вводим крючок и начинаем провязывать столбики без накида. Вытягиваю петельку и провязываю через 2 петли следующую петлю, ввожу крючок. Вот эта ниточка у меня сверху находится над крючком. Вытягиваю петельку и провязываю столбик без накида. Следующую петлю вытягиваю петельку, провязываем столбик без накида. Следующую петельку ввожу крючок, вытягиваю петлю и провязываем столбик без накида. Следующую петельку провязываем столбик без накида.
И так провязываем до конца ряда, в каждую петельку по столбику без накида. Провязали ряд до конца, затем в петельку вот сюда вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю и со следующей петельки также провязываем столбики без накида. Вводим крючок, вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Следующую петлю ввожу крючок, вытягиваю, провязываю столбик без накида. Итак, мы провязываем этот ряд до конца столбиками без накида. Провязали ряд до конца, провязываем следующую петельку соединительный столбик. И теперь мы уже будем приступать к вязанию ручки. Для этого набираем цепочку из воздушных петель. То есть можно их не считать, просто набирайте цепочку из воздушных петель, сколько вы хотите, чтобы была длина вашей ручки. Набрали необходимую длину. Пропускаем 3 петли от крючка. Первая, вторая, третья. И начиная с четвертой мы будем вязать столбики с одним накидом. Первую петельку, вторую, третью и так до конца цепочки. Провязала ряд до конца, пропускаю одну петельку и в следующую провязываю соединительный столбик. Ниточку можно обрезать, вытягиваем петельку до конца, затягиваем, выпрямляем ручку. И теперь к другой стороне смотрим, чтобы было симметрично. С этой стороны я буду пришивать уже просто иголочкой. Приложили и начинаем пришивать. Пришила с другой стороны. Нам осталось заправить кончики нитей. Я это делаю следующим образом. Вот такой иголкой. Делаю сначала узелок. И затем прохожу вот так по полотну. И вот так вот прячу ниточку с изнаночной стороны. Протянула и ножничками обрезала. Вот такие сумочки получаются. Кому интересно, на эту сумочку я набирала 37 воздушных петель и вязала все точно так же. Выбирайте любую сумочку, вяжите, радуйте своих деток. Всем пока!